Как носить булавку от сглаза? Иногда самые простые, на первый взгляд, предметы могут оказаться отменой защиты от негативной магии и отрицательной энергетики. Одним из объектов такого рода издавна стала обыкновенная английская булавка. Множество людей знает о том, что приколотая к внутренней стороне одежды эта самая булавка может уберечь от дурных мыслей и от глаз любого человека. Однако далеко не все знают, как правильно носить булавку от сглаза, ведь ее недостаточно просто приколоть. Итак, давайте для начала поговорим о цвет бусин в булавке от сглаза. Чтобы уберечься от слов и мыслей недоброжелателей, достаточно просто приобрести английскую шпильку. Эксперты утверждают, что самая могущественная – это булавка из серебра, но изделия из золота или металла также не уступят по своей силе. При этом главную роль играют бусинки, которые можно прицепить на углу. И бусины, друзья, зеленого цвета идеально подойдут для того, чтобы оберегать малышей и беременных. А вот желтые бусины отлично охраняют друзей. Красные станут на защиту чувств и отношений, а синие оказывают в помощь в борьбе. Категорически запрещено использовать бусинки черного цвета, ибо они дадут обратный эффект. Как же верно или правильно носить такой оберег? Сразу ответим на вопрос, как носить булавку от глаза ушком вверх или вниз. Правильно, ушко вниз, как можно ближе к вашему сердцу. Качественная булавка должна постоянно находиться поблизости со своим человеком и быть приколотой именно к одежде. Лишь в ночное время суток ее следует снимать и закрытой помещать под подушку. Существуют основные правила. Первое правило, друзья, это булавка от глаза должна располагаться на виду других и обладать яркостью и броскостью. Носить ее нужно постоянно внутри, прятать от других. Это неправильно. И второе правило, молодым мамам хорошо прикреплять такой амулет на слинге с ребенком. Но лишь приобрести этот предмет недостаточно, даже если он будет золотой. Такого защитника следует побудить именно к действиям. И далее, друзья, мы вам предлагаем заговор для зарядки булавки именно от сглаза. Такой покупать оберег, друзья, требуется в пятницу после обеда. А вот осуществлять сам ритуал для активации следует на растущий месяц, во второй день недели. Проводить заговор и вовсе не трудно. Есть пару самых надежных методов. И просто следует остановиться на самом подходящем для вас. Итак, первый метод, друзья, это огненный. После 12 часов ночи нужно зажечь освященную в храме свечу и накалить ею ушко от булавки. Заговор читают 3 раза, при этом капая воском на ушко от булавки. Капли лучше не стирать вовсе, они сами исчезнут. И нужно произнести такие слова. «Защитник мой, дарованный судьбой, от сглаза злого укрой меня». Следующий, друзья, это водяной. В посуду из стекла следует налить чистой воды, а потом поместить туда вашу шпильку. Через сутки надо наговорить на воду такие слова. Обереги меня, острие, от черных людей, злобных отродий и иной заразы. Следующий, друзья, метод – это узелковый. Для этого пригодится красная нить из шерсти. В ту часть амулета, которая не имеет острия, следует завязать 12 узелков. С каждым новым узлом следует проговаривать следующие слова. 12 сил, 12 щитов черного человека отведут, от злости и напасти спасут. Отведите узлы горя, беды и страдания. Будьте оберегом моим сейчас и навсегда. Следующий, друзья, способ это рябиновый. Нужно распахнуть булавку и поочередно на иглу нанизывать сухие плоды рябины. И их нужно всего 3 штуки. На каждую следует говорить: рябина красивая, рябина сильна, мне оберег от порчи принесла. Следующий, друзья, ритуал, обряд от сглаза это луковый. В мире магии это растение издревле называют очень мощным средством, которое оберегает от невзгод. В большой и крепкий лук нужно воткнуть шпильку и прочесть такие слова. Лук-борец, оберегая мой венец,
Забери злые слова, уведи от меня чертовы проделки. Защищай, оберегай, все неприятности отведи от меня. После обряда такую заговоренную шпильку надо прикрепить к своей одежде и так носить. Друзья, мы заговоры, которые мы чуть ранее говорили, оставим все заговоры, будут они в описании к этому видео. Поэтому вы сами для себя выберите заговор то ли огненный, то ли водяной, узелковый, рябиновый или луковый и проведете ритуал. Ну а теперь давайте, как надо именно заговаривать талисманы. Уберечься от сглаза можно при помощи одного простого способа. Булавка – это очень сильная защита, как вы знаете, и только подавляющее количество людей применяют его неверным путем. Просто сама по себе булавка не имеет никакого эффекта, ее следует подготовить надлежащим путем. Атрибут, как уже упоминалось, следует приобретать только во второй половине дня в пятницу. Его нужно принести в дом, зажечь под ним свечи и проговорить следующие слова. «Замыкай на себе зло, пусть все, что было мне приготовлено, к тебе отойдет». После этого нужно прикрепить булавку таким способом, чтобы ее никто не заметил. Каждый день по возвращении домой надо расстегивать деталь и рассматривать, что с ней стало. Если она осталась невредима, то отрицательная магия не имела места. Тогда украшение должно полежать расстегнутым до утра, а на будущий день снова сомкнуться. Проверяйте оберег каждый день. Если иголка внезапно станет прогнутой, ржавой или черной, это будет свидетельствовать о попытке осуществления магии. Такой амулет уже не сможет помочь. Его следует захоронить в том месте, где его никто не отыщет, и в открытом состоянии. А потом уже приобрести новую булавку и сделать из нее новый оберег. Ну а теперь давайте, друзья, поговорим о ритуале на растущий месяц. Обряд осуществляют по вторникам на растущую луну. Заговаривается булавка на защиту для человека или дома. Ритуал следует осуществлять или очень ранним утром, или поздно вечером, когда солнце или еще не взошло, или уже село. Для заговора нужно купить абсолютно новый предмет. Разместить напротив себя свечку и над ней подержать новую булавку. Когда она кажется уже достаточно разогрета, ее следует побрызгать, друзья, святой водой и сказать следующие слова. «Да буду я, раба Божья, хранима тобой. Да бережет меня Бог от всего нечистого, от слов плохих, от порчи и от всякого глаза. Аминь». Текст нужно, друзья, произносить трижды. Друзья, заговор этого ритуала на растущий месяц будет в описании к этому видео. Поэтому, если решите ним воспользоваться, а мы рекомендуем ним воспользоваться, в обязательном порядке проведите, как мы вам и говорим. Итак, после озвученного заговора на талисман следует накапать немножко свежего воска. Когда обряд окончится, пусть воск застынет, а после можно прикрепить ее к любому месту. Друзья, нужно помнить, что даже если на человеке не были совершены магические атаки, защитные силы с течением времени все равно станут слабее. Чтобы они могли остановиться, раз в один сезон нужно брать талисман и окунать его именно в святую воду. Вот, друзья, теперь вы знаете, как вы можете использовать булавку правильно, для того, чтобы она вам помогала и оберегала именно вас от сглаза. Друзья, расскажите нам, поделитесь о том, как вы используете булавку в своих целях, как она вам помогает. Возможно, вы ее заговариваете как талисман, как амулет. В обязательном порядке в комментариях под этим видео поделитесь с нами. И если вы говорите слова какого-то заговора, когда вы заряжаете булавку, в обязательном порядке напишите. Давайте будем делиться очень важной и нужной информацией для каждого из нас. Друзья, ну с вами был канал Эзотерика для тебя. Друзья, мы вам желаем здоровья, мира, любви. Пусть в ваших домах царит только гармония, мир, благополучие. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы, друзья, с вами прощаемся и уже услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!